Находите вы, значит, озвучки из трилогии Stalker для Left 4 Dead 2. Хотите их установить? Прокручивайте вниз, видите вот это. У вас наверняка глаза по полтиннику, вы не понимаете, что это и с чем это идет, поэтому я делаю это видео. Если у вас Steam на русском, у вас описание также будет на русском. Оказавшись впервые на этой странице, не нажимайте на эту кнопку. Не надо. Вместо этого прокрутите до первого пункта и по одной из этих двух ссылок скачайте модификацию, точнее нужный архив. Там их на данный момент 6 штук. Я покажу оба варианта, откуда что скачивать. Если я, однако, перехожу на Google Drive и в свою учетную запись, я нажимаю правой кнопкой мыши, и у меня нормально открывается вот это окошко. Но, если, так сказать, с вашего вида смотреть, то есть я вот не в своей учетной записи, я нажимаю куда-нибудь правой кнопкой мыши, у меня вместо окошка вот эта фигня вылезает и все. Однако скачать все равно можно, я скачаю озвучку Сталкера Мастера для тренера, нажав вот сюда, сюда и вот на эту стрелочку. Ждите, пока проверка на вирусы, которых там нет, пройдет. Может занять минуту, 2 или больше. Когда оно наконец-то раздуплится, выбирайте, куда скачать, неважно куда, можно на рабочий стол, либо, как я, в папку скачивания. Открываете этот архив, желательно через программу 7-Zip, она бесплатная, ссылка будет в описании под видео. И распаковываете вот эту папку, она вам понадобится. Закрываете архив. Также покажу способ через Мегу. Также вот через Мегу, если скачивать. В отличие от Google Drive, здесь все нормально. Можно также вот просто правой кнопкой мыши, download, или как у вас там по-русски будет написано. Первый пункт нажать, потому что архив, файл, папка уже внутри архива. И загрузка тут происходит прям мгновенно. Так что, наверное, лучше через Мегу. Теперь, когда у вас есть папка с озвучкой или несколько папок, если вы скачиваете все или несколько, переходите туда, где находится у вас игра, конечно, скопировав папку или вырезав. У меня она находится здесь. И вставляете ее сюда. Вот. Нажимаете F2, выделив, конечно же, папку. Или вот так переименовать. Нажимаете Ctrl-C, чтобы скопировать название. Переходите вот сюда. Здесь прокручиваете вниз, находите вот этот файл GameInfo.txt. Открываете его текстовым редактором любым. У меня Notepad++, можно и обычный блокнот. Нажимаете вот сюда, вот Search Paths. Нажимаете Enter один раз. Tab. Прописываете Game. Несколько раз Tab можно, но можно и один раз, не обязательно. Главное, чтобы просто пробел хотя бы один тут был. Вставляете вот это название папки. Нажимаете Ctrl-S, чтобы сохранить изменения. Вот эта звездочка у меня тут есть, означает, что изменения были внесены. Я нажимаю, она пропадает. Либо файл, сохранить. Вот у меня уже не активно, потому что изменения сохранены. Закрываете файл. После проделанного переходите обратно на страницу модификации к 5 пункту. Здесь находите команду snd build sound cache directory, 2 точки. Вот это вот. В зависимости от того, какую озвучку вы ставите sound. Либо вот name of the folder. У вас в русскоязычном Steam будет русское описание, поэтому тут будет название папки написано. Копируете эту команду. Вставляете в текстовый редактор. Затем копируете название нужной вам папки. Вставляйте вместо вот этого вот. Название папки вот здесь написано. Полностью всю команду вот так выделяете, копируете. Текстовый редактор можно закрыть. Затем, так как в моем случае мы ставим озвучку для тренера, нужно удалить сначала папку, либо переименовать с озвучкой, которая его. Для этого переходите в папке Left 4 Dead 2. Вот эта папка. Sound, Player, Survivor, Voice. Здесь папка Coach. Для каждого выжившего в описании модификации написано, какая папка за кого отвечает. Я ее удалю, но можно также просто переименовать, чтобы игра ее не задействовала. Это же нужно проделать с этой же папкой в других папках. Понимаю, звучит сложно, но это нужно сделать. DLC 2 также вот.
Здесь нет, правда, значит, DLC 3. А здесь тоже нет. Значит, остается последняя папка Update. Здесь также Sound, Player, Survivor, Voice. Но и здесь нет. Проверить нужно было все равно, чтобы стандартные реплики не возникали вместе с модифицированными. Проделав нужное, запускайте игру. Находясь в игре, откройте консоль нажатием тильды. Если вы не можете открыть консоль, переходите в параметры, кажется, это в русской локализации. Клавиатура, мышь. Разрешить консоль отладки. Включено. Здесь вставляете команду, которую вы скопировали до этого, Ctrl-V. Нажимаете Enter, ну или Submit. И ждете завершения процесса. После завершения процесса впишите Quit или Exit. После этого снова запустите игру. Запускаете игру, значит, и озвучки теперь должны работать. Сейчас мы это и выясним. Но я уже слышу, что работает. Наемник, по крайней мере, один. Эти команды, конечно, не работают, а другие. Может и не будет никого, а только оружие проверьте на всякий пожар. Как видно, работают. Очки протри, по твоим стреляешь! Стреляешь, да? Ладно. Надо проверить еще что-нибудь, должен сказать он. Убивайте врагов! Монолитовец тоже работает. Я за кадром поставил остальных. Ну как сказать, за кадром. У меня нет, до этого были уже установлены. Пока больше ничего не говорят. Противник не в зоне эффективного огня. Внимание, противник! Блин, как эта компания лагает. Ужас, 58 кадров. Противник! Ладно бы это еще из-за мода было, но ведь нет же. Я-то более-менее знаю, как моды с этой игрой работают и какие могут проблемы вызывать. Это не из-за модов. У меня модели оружия стандартные. Кстати, да. Удар-то по себе не проверил. Ну, в общем, работает, да. Танк сидит, как удачно. Они... Да, они на нем тоже должны что-то говорить. Я тебя мигом на ноги поставлю. Бедный тренер. Дотянулся, последний удар не хватило, ну ладно. Упал, гад. Главное, что озвучки работают. Вы это можете слышать, надеюсь. Спасибо. Да, полностью работает. Аномалия тут. Нас валят. Аномальные доски. По уже такому же принципу можно также объединить озвучки в одну папку для удобства, если вам надо со всеми вообще любыми, абсолютно любыми звуками другими там. Хоть там, не знаю, звуки выстрела, гранатами и прочего. У меня это уже сделано. Я просто вот создал пустую папку, назвал ее, ну вот так вот, как я назвал. Вы можете как хотите назвать, только латиницей, конечно. Английскими буквами, то есть если по
по-деревенски выразиться, так сказать. Здесь у меня, по сути, все звуки, которые мне нужны. Другие я полностью папки Sound удалил, потому что мне уже не надо. И вот вставил потом название вот этой папки, скопировал также, вставил в команду, зашел в игру, вставил в консоль, там в Game Info тоже вот вставил, не вставил, да. Надо вставить. Вот все озвучки здесь. Вот они все. Гэмблер там и прочее. Ша, Нацирла! Это бандит. Слышь, Фрэнсис, ты что то там есть. притих, не командуешь? Пацаны ждать устали! Ну и в общем-то вот.